хотя бы просто из любопытства, из интереса. Итак, друзья мои, что сегодня у нас? Сегодня у нас новый сериал, который называется «Джентльмены». Что же это за сериал? Это сериал от довольно известного онлайн-кинотеатра, не буду говорить, потому что он слишком известный, это будет слишком пошло, если я буду его называть. У него довольно высокий рейтинг, на Кинопоиске 7,8, и он попадает в топ-50, в топ-250 самых хороших сериалов этого сервиса. Занимает почетное 143 место. И получает там почти 38 тысяч оценок. То есть, в принципе, вроде бы какой-то авторитет у этого сериала есть, по крайней мере, по оценкам. Премьера в мире состоялась 7 марта 2024 года, и цифровой релиз тогда же и состоялся. И, в принципе, прошло не так уж и много времени, поэтому, надеюсь, еще мхом данный сериал не покрылся, и более или менее будет интересно вам послушать об этом сериале. Сериал, собственно говоря, сделал, ну, по крайней мере, сценарий написал Гай Ричи. Гай Ричи — это один, наверное, из моих любимых сценаристов и, соответственно, режиссеров. Главное его, мне кажется, фильмы — это «Карта, деньги, два ствола», «Большой куш», «Шерлок Холмс». Я просто обожаю Шерлок Холмс, ребят, все две части. Переводчик, кстати, тоже очень неплох, но вот Шерлок Холмс — это вот просто моя любовь, друзья, моя любовь. Моя любовь, однозначно. «Карта, деньги, два ствола» тоже прекрасный фильм. Но также есть фильм «Джентльмены», фильм именно «Джентльмены», который тоже получил очень высокие оценки, 8,6. По-моему, я его что-то не смотрел, не знаю, почему-то как-то пропустил, в 2019 году выходил, но как будто бы не совсем мое кино. Здесь же вполне себе неплохо. Вполне себе мне зашла первая серия, хотя, конечно, были довольно скучные сцены, не без них, то есть довольно какие-то нудные диалоги, но я их перетерпел и все-таки получил несколько реально очень классных сцен, ну, таких прям хороших сцен, не прям могу сказать, что какие-то шедевральные, но знаете, что здесь прикольно в плане диалогов? Диалоги сопровождаются огромным количеством мата, ребят. Если вы не любите мат, то, конечно же, вам, наверное, фильм этот не, ну, вернее, сериал этот не очень понравится, но это фишка, я бы сказал, даже проектов, связанных с Гаем Ричи. Там, ну, по крайней мере, где он сценарий пишет, он, видимо, любит такое прям крепкое словцо. Я смотрю, конечно же, не в оригинале, ну, жаль, что не в оригинале, пока еще недостаточно уровень английского языка, но, тем не менее, надеюсь, когда-нибудь я буду в том числе и на оригинале смотреть его проект, и это будет, я думаю, дополнительный эффект. На самом деле, нужно подучить мат, потому что мат я особо не знаю английский, и там есть чему поучиться, я думаю. Вот, так что да, было бы тоже, я думаю, интересно. Жанры какие, ребят? Боевик, комедия, криминал. Пожалуй, главные жанры, наверное, я бы сказал, все-таки боевик, криминал. Комедия здесь, наверное, есть, но не то чтобы сильно много. То есть, если вы прям, конечно, такой смешливый человек, то, наверное, посмеетесь. Если нет, то, ну, как бы придется постараться, чтобы посмеяться. Потому что я, посмотрев первую серию, ну, не сильно прям смеялся. Страны. Великобритания, главным образом, конечно же, и США. Куда же без нее? В главной роли здесь Тео Джеймс, довольно-таки известный актер, хотя не могу сказать, что супер известный для меня, потому что Тео Джеймс, вот именно имя данного актера, оно, ну, не сильно для меня известное, но я его видел, например, в каких же фильмах я его видел? Хороший вопрос. Скрижали судьбы. Не, на самом деле, по-моему, «Бегущий», что ли, по лезвию, или как, не помню, как называется. «Бегущий в лабиринте» или... Нет, я вспомнил, друзья, как эти фильмы называются, вроде бы. «Дивергент», ребят, «Дивергент», да, несколько там, причем частей выходило, причем я не все части смотрел, но там я его видел, так что да. Мой создатель, по-моему, я тоже смотрел этот фильм. Что еще? Ну, наверное, и все. То есть у него, в принципе, немало ролей, он довольно-таки успешный актер, у него 69 фильмов, ему 39 лет, 16 декабря ему исполняется уже 40 лет, ну, то есть такой серьезный уже возраст. Второй человек, который исполняет одну из главных ролей, это Дэниел Инкс, это его экранный старший брат. Но на самом деле он младше, ему 38 лет. Да, причем реально он младше, ну, на год как раз. Да, забавно получается, да. Ну да, он младше. Есть еще там у них сестра. Сестра... Как же зовут сестру, честно говоря, хрен его знает.
Ладно, не буду, короче, даже заморачиваться. Короче, давайте просто обсудим, что там у нас происходило в первой серии. Вот, первая серия в общем и целом, опять же, повторюсь, получилась неплохой. Вот, но давайте, конечно же, чуть более подробно о ней поговорим. Собственно, что у нас там было? Давайте обо всем по порядку. Так, ну давайте вкратце сначала в целом про сериал. Значит, действие сериала происходит в той же вселенной, что и фильм «Джентльмен», между прочим. В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Эдди Холстед, которого сыграл Тео Джеймс, который в наследство получает огромное поместье от отца. Вскоре главный герой узнает, что его отец был втянут в опасный бизнес, и теперь сам Эдди оказался в центре незаконной торговли, ну скажем так, определенным видом травы. Ну трава же нормальное слово, ребят, я надеюсь, да? Нормальное. Так что YouTube не смей как-либо блокировать это. Ну как бы, ну камон, трава, зеленая трава. Вот, ну вы поняли. А я думаю о чем. Сериал основан на одноименной криминальной комедии известного британского режиссера Гая Ричи, пример которого состоялся в декабре 2020 года. И, собственно говоря, «Джентльмены» повествует о Майкле Пирсоне, роль которой исполнил Мэтью МакКонахи. Но это фильм. Давайте все-таки ближе к сериалу. Значит, сначала нам показывают главного героя, что он вроде бы работает а-ля каким-то военным или типа того. Похоже, на самом деле, ну не знаю, может быть это, конечно, не военный, но у него, по-моему, звание капитан. И похоже это на ЮНИСЕФ. Вроде бы. Ну там, по крайней мере, были такие инициалы Ю и Си. Возможно, я все перепутал, так что, ребят, если что, фигачьте в комментариях, типа, ты все перепутал, это не то, это другое. Напишите, конечно же, обо всем в комментариях. Вот. Что еще было в первой серии? Значит, приезжает их семейный юрист, типа, мол, батя при смерти, приезжай. Он приезжает, говорит, батя успевает сказать какие-то последние слова. Ну и в итоге завещание, когда читает, ну кто там читает, ну типа а-ля юрист или вроде того. Короче, какой-то чувак. Он говорит, что все достается как раз таки именно ему. А он средний ребенок. А по идее, все должно было достаться перворожденному ребенку, то есть его старшему брату. Естественно, старший брат просто взбесился, начал всех поливать грязью, типа, как так, да что тогда? В общем, было много эмоций. И в итоге выяснилось, почему. Потому что он очень надеялся на это. Почему надеялся на это? Ну, потому что он перворожденный ребенок, как минимум поэтому. И плюс у него огромные долги. Долги у него прям, ну, шикарные, скажем так. 4 миллиона фунтов стерлингов он занял какого-то бандюгана ливерпульского. И этот бандюган, ну, как бы уже прям требует, уже за яйки держит его, грубо говоря. Типа, бабки, бабки, где мои бабки? Бабки-то он пока не может отдать, потому что тупо у них его нету. А бабки он просадил там на различные запрещенные вещества, на азартные игры. В общем, чувак, ну, скажем так, живет на полную катушку, скажем так, ну, в самом хреновом смысле этого слова. Вот. То есть, запрещенные вещества, азартные игры, алкашка, ну, в общем, такое себе. То есть, прожигает, грубо говоря, прожигает свою жизнь. Это как бы, ну, я думаю, не очень-то клево. Потому что это короткая такая, знаете, история получается обычно. Но средний брат, как раз таки, вернее, ну, получается, младший брат для него, он все-таки, несмотря на все эти оскорбления, готов ему помочь, готов поискать денег, причем не что поискать, прям вписаться за него. В итоге он как раз таки выходит на, скажем так, аренда как-то, ну, короче, людей, которые снимают какие-то помещения на земле, поместье, которое ему причитается. Оказалось, там как раз таки запрещенные вещества делают, выращивают. И, соответственно, они готовы были помочь ему с поиском баблишек, чтобы он не продавал поместье. Потому что он уже был готов продавать поместье, человечек есть. Причем человек готов был очень большие бабки заплатить за это поместье. Но в итоге он ему поместье не продает, а продает ему коллекцию вин. Причем тоже за очень хорошие деньги, типа за несколько лямов фунтов стерлингов. То есть, блин, что за бабки, а? Коллекция вин, там, не знаю, типа несколько ящиков винища, которые смогли на вертолете увезти. То есть это не прям сильно много.
продал он, наверное, ляма за 2 фунтов. Ну, то есть, что, примерно такие бабки. Ну, это огромные бабки. То есть, если в рублях, то это больше 20 миллионов рублей, ребят, прикиньте. Да, больше 20 миллионов. Намного больше. А сколько? Больше 200 даже миллионов. Да, больше 200 миллионов рублей. Это огроменные бабки. За винище. За гребаное винище, где есть этот... Ну, это, по сути, протухший сок, ребят. За протухший сок виноградовый или какой-то яблочный, не знаю, из чего там делали. За такие бабки, ну, люди... Crazy people. Однозначно, выражаясь английским языком. И что еще? И, в общем-то, в итоге... Человечек, который делает эти, ну, скажем так, управляет этим бизнесом, этими фермами по выращиванию запрещенных веществ, он приходит на разговор с вот этим авторитетом каким-то криминальным из Ливерпуля или ливерпульским, не знаю, как-то так его называют. В итоге он что? В итоге он готов снизить сумму с 8 лямов до 4. А почему с 8? Потому что проценты, типа, занял 4 миллиона, надо давать 8. Конские проценты, ну, что поделать. В итоге, да, он говорит, типа, 4 ляма и плюс извинения. Причем в очень с таким извращенном виде. То есть ему нужно, ну, естественно, признать, что он там мудозвон, вот это все, ну, как бы. И плюс станцевать в костюме курицы на камеру. Но сначала он должен ему был доказать, что он курица. То есть, типа, по-актерски, чтобы это как-то невероятно классно смотрелось. И очень жестко его там осаждал, типа, ты такой сякой, как так, ты не курица, ты недостаточно хорошо играешь, ты не похож на курицу, ты недостоверно, как говорил Станиславский, не верю. В общем, жестко опускал, брат на все это смотрит, такой уже вскипает, типа, ну хватит уже, давай ты уже все сними и как бы все разойдемся. Бабки мы тебе 4 мульта накроили, все, давай. Завязывай эту канитель, ну сколько можно. В итоге сам брат, который все это делал, не выдерживает, берет пушку, плюс он как бы под веществами был и стреляет в него. И на этом, ребят, заканчивается эта серия. Вот так. Так что да, заканчивается довольно-таки интересно. Типа, а что же дальше-то будет происходить? Брат продолжит за него вписываться или же нет? Я думаю, все-таки да, раз такой брат. То есть, на самом деле, вписываться за брата, это вроде как нормальная тема, но когда брат какую-то абсолютную хрень творит, то как бы уже и, ну, по-моему, нет смысла. То есть, понятное дело, что просто человек может где-то там оступиться, где-то, ну, какую-то, ну, ошибочку сделать, косякнуть и так далее, то да. Но когда просто взял, застрелил чувака на его глазах под веществами, ну, то есть... Не знаю, короче. Посмотрим, насколько сильна братская эта любовь и какая-то, не знаю, в голове этого человека обязанность. Ну, в общем, посмотрим. Я хочу посмотреть, ребят, вторую серию. Возможно, даже весь сериал, не знаю. Но вторую серию точно хочу посмотреть. Он меня заинтересовал. Сколько я поставлю первой серии? Повторюсь, что были скучные моменты в диалогах, были. Когда он там унижал, это уже что-то превращалось в какую-то хрень, типа там... Вот, ты должен представить, что... Ну, короче, какие-то такие всякие штуки, ну, вот не прикольно было. Но все же, в целом, достаточно неплохо. Начало такое тоже было не самое интересное, но потом как-то все пободрее стало. Какую же оценку-то мне поставить? 6,8 баллов из 10 я поставлю, в надежде, что вторая серия будет более такой бодрой еще, и тогда уже, может быть, на 7, может быть, даже на 7,5 сойдет этот сериал. Так что, ребята, мой рекомендацион, пожалуй, да. Ну, по крайней мере, по первой серии могу сказать, что неплохо. С надеждой, что вторая серия будет меньше вот этого непонимания, какой-то скучности в этих диалогах. Возможно, они мне кажутся более интересными. Так что ладно, погнали. Спасибо, ребята, огромное за ваше внимание. Пожалуйста, поддержите нас финансово по ссылкам в описании, либо оформите спонсорскую подписку на наш канал. Огромное спасибо. Да, за внимание и, конечно же, поддержите нас финансово, да. Также, пожалуйста, подпишитесь на все наши другие каналы, другие соцсети, все ссылочки есть в описании. Огромное спасибо за ваше внимание. Мы еще вернемся.